Всем привет! Хочу поделиться тем, как делал печь для бани. По ходу расскажу, какие были плюсы, а какие были минусы во время эксплуатации, так как данная печь у меня уже стоит больше 7 лет. Для печи я использовал стальную трубу диаметром 42. Толщина стенок у данной трубы 8 мм, в связи с чем прогорать она будет очень долгое время. Долго думал о выборе длины печи. В итоге мысль о том, что могу закидывать в нее длинные бревна, была решающей. Длину взял 85 см. Для начала были установлены уголки для крепления колосников. Уголок тройку крепил на высоту 12 см от низа. Для того, чтобы не выкладывать колосники на всю длину, было решено заднюю часть залить бетоном. Можно также использовать и кирпичи. После чего была приварена задняя часть. Печь я собирал в бане, поэтому общий вес конструкции для транспортировки назвать не смогу. Колосники использовал стандартные, 300 на 200. Такие колосники можно найти практически везде. По факту установил их 3 штуки, хотя обойтись можно и двумя. Минус колосников заключается в том, что за год я меняю штуки 2-3, прогорают только так. Для лучшей тяги перед закрыл листом железа, чтобы воздух проходил строго через середину колосников. Изначально данного листа не было, в связи с чем уголь в виде песка практически не горел. После установки стало все хорошо. Перед закрыл полукругом. Долго думал, делать закрылку на нижнюю часть печи или нет. В итоге оставил просто открытую часть. Дверцу изготовил также из простого листа железа. Для петель использовал болты с гайками и приварил, как показано на видео. Трубу дымохода взял стандартную, сотку. Далее был вопрос, как установить бачок горячей воды, чтобы вода в нем не закипала. Было принято решение поднять его на 45 см от самой печи. В итоге получился идеальный баланс. Баня нагревается и остается сухой. Единственный минус такой конструкции летом, когда совсем жарко. Вода в бачке прогревается в течение часа, а в бане уже жарко. Но кто любит пожарче, для того это только плюс. А вот зимой данная конструкция идеальна. Баня нагревается в течение 2 часов, вода не закипает, из-за чего жар сухой. По бокам печи приварил куски арматуры, как показано на видео. Это для того, чтобы сверху можно было выложить побольше камней. Далее оставалось приварить кран для горячей воды и печь готова. В общем, получилась такая вот конструкция. Из минусов, как я говорил ранее, это то, что очень часто прогорают колосники. Приходится менять по 2-3 штуки за год. Менять проблем не составляет, если брать длину колосника не больше 20 см. Все влазит. В остальном только плюсы. Надеюсь, вам понравится данная конструкция. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!